Сновидение наяву. Когда потенциальная возможность воплощается в действительность, относительно поверхности дуального зеркала возникает симметричная картина. По одну сторону зеркала находится сектор метафизического пространства вариантов, а по другую его материальная реализация. Все живые существа при этом балансируют на грани зеркала, поскольку их тело и разум относятся к материальному миру, а душа при этом остается в неразрывной связи с пространством вариантов. Все мы пришли в эту жизнь оттуда и туда же вернемся, словно за кулисы, чтобы, переодевшись, вновь оказаться на поверхности зеркала в новом обличии. В этом театре масок актеры вращаются в непрекращающемся круговороте ролей. Отыграв одну роль, актер на минуту убегает за кулисы, надевает другую маску и снова включается в игру, напрочь позабыв обо всем, что происходило до момента его последнего появления на сцене. Актер настолько увлекается образом своего персонажа, что теряет представление о том, кем является на самом деле он сам. Но иногда пелена спадает, и человек вдруг с изумлением осознает, что вот эта его жизнь вовсе не первая. Американский профессор психиатрии Ян Стивенсон собрал более 2500 официально зарегистрированных случаев воспоминания опыта прежних жизней, опрашивая преимущественно детей. Малыши безо всякого гипноза описывали свою жизнь в далеком прошлом, в других странах. В книгах Яна Стивенсона приводятся более чем любопытные факты. Характерна история двух братьев-близнецов, которые разговаривали между собой на каком-то непонятном языке. Поначалу все считали, что это просто детский лепет. Так продолжалось до тех пор, пока детям не исполнилось 3 года и до родителей. Наконец дошло, что здесь что-то не так. Братьев показали лингвистам, и те с удивлением обнаружили, что близнецы разговаривают на древнеарамейском. Этот язык был широко распространен во времена Христа, но в настоящее время больше не используется. Югославская девочка однажды заболела и провела некоторое время без сознания. Очнувшись, она перестала узнавать окружающих и заговорила на чужом языке. Специалисты установили, что это одно из бенгальских наречий. Югославский ребенок начал проситься домой, в Индию. Когда девочку привезли в названный ею город, она узнала свой дом, правда оказалось, что родители, как и она сама, давно умерли. Таких историй с детьми великое множество. Но подобное случается и со взрослыми. 27-летняя женщина, путешествуя с мужем по Германии, с удивлением обнаружила, что узнает эти места, как свои родные, хотя никогда здесь не бывала. Она даже увидела свой дом и вспомнила имена родителей и братьев. В местной таверне женщина опознала одного старца, который был знаком с ее семьей и рассказал о трагическом случае, когда лошадь легнула копытом и убила их маленькую дочь. Женщина тут же дополнила его рассказ всевозможными подробностями. Анджей Данимирский в своей книге «Один ли раз мы живем» описал эксперименты английского психиатра Арнольда Блэксмема, который с помощью гипноза заставлял пациентов возвращаться в свои прошлые жизни. Одна из пациенток подробно рассказала о 6 своих предыдущих воплощениях. В первом она была женой воспитателя римского наместника в Англии, потом женой еврейского ростовщика, затем служанкой в купеческом доме в Париже, была также придворной дамой испанской инфанты в Кастилии, портнихой в Лондоне, монахиней в американском штате. И все это на протяжении 2 тысячелетий. Историки тщательно проверили даты и события, все подтвердилось. Если собрать воедино все эти факты, то уже почти не остается сомнений в том, что реинкарнация действительно имеет место быть. Смущает лишь одно обстоятельство: почему воспоминания о прошлых жизнях проявляются только в редких случаях у относительно малого числа людей. В основном это случается в раннем детском возрасте, а со временем и вовсе стирается из памяти. На самом деле не воспоминания стираются, а блокируется осознанность человека. Каждый может вспомнить свои предыдущие воплощения, если проснется в этой жизни, которая подобна сновидению наяву. Известно, что до 4 лет ребенок не способен отличить сон от реальности. Может быть, он и помнит прошлые жизни, но ему не дают это осознать, потому что усиленно навязывают разумное мировосприятие.
И еще, человек не может вспомнить себя до 4 лет. Как вы думаете, почему? Потому что ребенок неразумен и еще не осознает себя. Так вот, это великое всеобщее заблуждение. На самом деле осознанность детей гораздо выше, чем у взрослых. Наоборот, это взрослые погружаются в бессознательное сновидение наяву, поэтому и не помнят ни прошлых жизней, ни себя в раннем детстве. Давайте разберемся, как это происходит. Возродившись в новом теле, душа отодвигается на задний план, в то время как разум занимает главенствующее положение. А что такое разум? С момента рождения это чистый лист бумаги, на который можно записать все, что угодно. С самого начала жизни на этот лист наносится шаблон, в соответствии с которым человек воспринимает себя и окружающую действительность. И чем более четко этот шаблон прописан, тем шире пропасть между душой и разумом. Человек осознает реальность так, как его научили это делать. Осознанность можно разделить на 2 уровня. Первый – это внимание, а второй – восприятие. Сразу после рождения восприятие ничем не завуалировано. У ребенка широко раскрыты способности к интуитивным знаниям и ясновидению. Другими словами, он имеет непосредственный доступ к информации из пространства вариантов и воспринимает мир таким, каков он есть. Однако сновидящие взрослые тут же берут новорожденного в оборот и втискивают его в узкие рамки сновидения, которые они принимают за осознанное существование. Делается это путем ограничения свободы и с помощью фиксации внимания. Ребенка принуждают сосредотачивать внимание на атрибутах материальной действительности. Смотри сюда. Слушай меня. Так не делай. Делай вот так. Когда внимание захвачено, кругозор восприятия резко сужается, осознанность теряется, и человек погружается в состояние, мало чем отличающееся от бессознательного сновидения. В самом деле, если внимание сосредоточено на узком круге вещей, человек идет, словно уткнувшись взглядом под ноги, и, естественно, не имеет возможности оглядеться вокруг. Шаблон мировоззрения, в свою очередь, помещает человека в прокрустово ложе стереотипов, определяющих, как оно все должно быть. В бессознательном сновидении такая фиксация внимания и восприятия достигает максимального уровня. Человек принимает ситуацию как есть, подразумевая всю свою беспомощность повлиять на ход событий. В результате сновидящий находится целиком во власти обстоятельств, сновидение с ним случается, и он ничего не может с этим поделать. Сценарий развивается спонтанно, в соответствии с опасениями и ожиданиями. Ожидания и мысли текут неуправляемо. В осознанном сновидении уровень осознанности уже выше, сновидящий может волевым усилием влиять на ход событий. Стоит человеку взять в толк, что это всего лишь сон, как у него раскрываются удивительные способности. В осознанном сновидении нет ничего невыполнимого, можно управлять событиями и творить непостижимые вещи, например, летать. А все потому, что внимание и восприятие освободились от фиксации. Человек будто поднял голову, огляделся и осознал свое положение. Наяву, как ни странно, уровень осознанности опять понижается. Мысли человека в большинстве случаев летают спонтанно. С одной темы перескакивают на другую. То, что тревожит, беспокоит или раздражает, обычно полностью владеет сознанием и гложет постоянно в той или иной степени. Ход таких мыслей трудно контролировать. Худшие ожидания и негативные реакции независимо от воли человека формируют его реальность. Восприятие и внимание фиксируются проблемами, гнетущими размышлениями, обстоятельствами. В результате человек погружается в свои заботы, как в сновидение наяву. Вот так становятся взрослыми. Зрелый человек считает ребенка неразумным, поскольку тот не вписывается в его сновидение. Конечно, ребенка необходимо научить, как существовать в новых для него условиях. Но при этом неизбежно возникает парадокс. Чем лучше усваиваются правила поведения в узких границах материального мира, тем ниже падает уровень осознанности, что влечет за собой потерю способности влиять на ход событий и воспринимать метафизическую сторону реальности. Взрослые стали пленниками своих игр, а следовательно, и обстоятельств с того момента,
как начали воспринимать их всерьез и погружаться в заботы с головой. Ребенок же является полновластным хозяином своей игры. Его осознанность выше, потому что он в каждый момент помнит, что это всего лишь игра. Его важность находится на низком уровне, поскольку он понимает, что это всего лишь игра. И он действует отстраненно, одновременно наблюдая как зритель, так как опять же осознает, что это всего лишь игра. Для взрослых игры кончились, жизнь – дело серьезное. С одной стороны, это верно, но с другой такое отношение превращает существование в бессознательное сновидение наяву. Конечно, человек осведомлен, что в данный момент он не спит, а бодрствует. Но что это меняет? Ведь желания не исполняются, мечты не сбываются, зато худшие ожидания, будто назло, оправдываются. Жизнь катится сама по себе, как получится, а не как хочется. Вот и выходит, что в осознанном сновидении человек хозяин своей реальности, а наяву беспомощен. Все относительно. Способность к управлению сновидением проявляется в результате осознания человеком самого себя во сне относительно реальной действительности. На данной ступени осознания человек имеет точку опоры реальность, в которую он может вернуться после пробуждения. Реальность, в свою очередь, подобно бессознательному сновидению наяву жизнь случается. Человек не помнит своих прошлых жизней и не имеет точки опоры, относительно которой можно подняться на следующую ступень осознания. В осознанном сновидении вы вспоминаете, кем являетесь на самом деле. Вы тот, кто видит сон. Вы соображаете, что стоит проснуться, и все видения исчезнут. Но можно остаться в сновидении и своим намерением направлять его ход. До тех пор, пока вы не осознаете, что видите сон и не помните свою точку опоры, вы целиком во власти сновидения. Вы находитесь в зависимости от обстоятельств, в футляре обусловленности. Реальность отличается от сна тем, что вы всегда в нее возвращаетесь. Чтобы определить, сон это или реальность, необходимо выбрать начало отсчета, поскольку как сон, так и реальность относительны. Сны нереальны относительно реальности. А относительно чего нереальна сама реальность? Где начало отсчета реальности? Умирая, вы возвращаетесь к этой изначальной точке отсчета. Но всякий раз, рождаясь заново, вы забываете пункт отправления и погружаетесь в новое сновидение, очередную жизнь. Если бы вам удалось вспомнить, кто вы есть на самом деле, вы осознали бы, что способны управлять вот этим своим сновидением жизнью. Сделать это крайне сложно. Трудность заключается в том, что для этого потребуется заменить шаблон мировосприятия. Это своего рода трафарет, проштампованный в разуме, и стереть или исправить его никак нельзя. Можно лишь создать новый, добавочный, для чего необходимо прежде всего освободить, оторвать разум от прежнего. Разум отрывается от своего шаблона в измененном состоянии сознания, которое наступает во время сна или при воздействии психотропных средств. В нормальном состоянии сознания душа и разум синхронно настроены на реализованный сектор пространства вариантов. Разум наблюдает материальную действительность, словно смотрит в окно. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения разум отпускает свой контроль, синхронность нарушается, и душа отклоняется в нереализованную область пространства вариантов. В результате человек, находясь в реальном мире, воспринимает его совсем по-другому, в зависимости от степени отклонения. Попросту говоря, пьяный может видеть свой, хорошо знакомый дом или улицу в необычном обличии, как это происходит во сне. Его разум наблюдает картину из близлежащих нереализованных секторов пространства, где декорации уже другие. А там может быть все, что угодно. Например, человек никак не может найти дверь, потому что не видит ее на прежнем месте. Обстановка может иметь ужасающий вид, как во время капитального ремонта, так что узнать ее почти невозможно. Знакомые люди тоже могут выглядеть совершенно иначе. В реальности все осталось по-прежнему, но человек видит нереальные декорации, потому что его восприятие смотрит в другую область пространства вариантов. В бессознательном сне контроль разума еще больше ослабевает, поэтому случается, что душа залетает в весьма отдаленные сектора,
где сценарии и декорации представляют собой нечто невообразимое. Там возможно все, начиная с облачного рая и кончая таким адом, по сравнению с которым черти с котлами просто санаторий. Сновидящий может оказаться в техногенном мире, наполненном огромными лязгающими механизмами, а может попасть в мир, напоминающий скотобойню, где нет ничего, кроме грязи и свалки сырого мяса. Можно очутиться и в незнакомом городе, где только и остается, что в отчаянии бродить по чужим улицам, не зная, как здесь очутился и куда идти. Люди в таких областях могут быть уродливыми и ненормальными, а животные бешеными. Проснувшись после такого сна, человек испытывает ни с чем не сравнимое облегчение. Боже, какое счастье, что это всего лишь сон. Да, это сон, но не иллюзия в обычном понимании, а нереализованная метафизическая реальность. И самое страшное в ней то, что сновидящего все эти виртуальные персонажи видят и могут сделать с ним все, что угодно, в соответствии с его опасениями и ожиданиями. Не дай бог застрять в такой реальности. Космонавты, кстати, находясь на орбите, тоже видят совсем неземные сны. Например, Геннадий Стрекалов в своих опубликованных дневниках пишет: «Снятся какие-то странные сны. Иногда диву даешься, нет никакой мотивации и связи. Видимо, головной мозг, как сверхсложный компьютер, дает сбой от усталости или в него поступила информация извне, из мирового информационного поля, где все записано и хранится навечно. Видимо, после таких сновидений, которые никак не могли родиться, в рамках обычного человеческого сознания, космонавта не удивит постулат трансерфинга о существовании пространства вариантов. Модель человеческого восприятия хорошо изложена в книгах Карлоса Кастанеды и Тиуна Мореза. У них описано, как это представляли себе толтеки, последние выходцы из Атлантиды. В соответствии с их учением человека окружает светящийся энергетический кокон, состоящий из множества волокон. Где-то на уровне лопаток все волокна сходятся в единый фокус, именуемый точкой сборки. Положение точки сборки определяет ориентацию восприятия. Если совместить данную модель с концепцией трансерфинга, то получается, что в нормальном положении точки сборки человек воспринимает обыденную реальность. В таком положении реализованная действительность совпадает с соответствующим сектором пространства вариантов. Если же точка смещается в сторону, то синхронизация нарушается и человек может воспринимать нереализованные области. У обычных людей положение точки сборки жестко зафиксировано. Когда по каким-то причинам фиксация нарушается и точка начинает гулять, у человека проявляются способности к ясновидению. Ну и, конечно, сновидения обусловлены именно перемещением точки сборки. Важно, чтобы этот фокус восприятия не только смещался в сторону, но и возвращался обратно. В противном случае, если он застревает в неестественном положении, с психикой происходит то, что называется сумасшествием. Тот, кто умеет намеренно перемещать свою точку сборки, способен управлять реальностью как осознанным сновидением. Такая способность проявится сама собой, если вернуть себе точку опоры относительно реальности, то есть осознать, кем являешься на самом деле. Нелегкая эта задача. Достигших просветления из числа известных можно пересчитать по пальцам. Просветление подобно тому, как сначала безуспешно плутаешь по узким запутанным улочкам незнакомого города, а потом взмываешь в небо и с высоты птичьего полета видишь всю местность как на ладони, и путь к цели сразу становится очевиден. Трансерфинг не поднимет вас на высоту птичьего полета, но он указывает маршрут, по которому вы сможете двигаться хоть с закрытыми глазами. Чтобы проснуться во сне, нужна точка отсчета. Вы понимаете, что это сон, когда вспоминаете, что есть другая реальность настоящая. В качестве точки отсчета может служить знание, что в жизни можно подняться, если не на ступень, то хотя бы на полступени осознанности, а это уже немало. Вот вы идете по улице, или общаетесь с кем-то, или занимаетесь обыденными делами. Проснитесь. Осмотритесь вокруг, взгляните трезво на происходящее. Вы способны своим намерением направить свой мир в нужное русло. Вы можете управлять своей реальностью.
это не будет похоже на то, что происходит в сновидении, когда сюжет меняется пластично, подчиняясь малейшему движению вашей воли. Материальная реализация инертна, как смола, но ею можно управлять, если использовать принципы трансерфинга. И первое, что необходимо сделать, это проснуться. Осознайте реальность как сон. Только в осознанном сновидении вы способны по-настоящему контролировать ситуацию. Когда вы спите наяву, вы не контролируете ситуацию, а боретесь с маятниками. Спуститесь в зрительный зал и наблюдайте. Действуйте отстраненно, сдавая себя в аренду и оставаясь наблюдателем. Для того, чтобы поддерживать уровень осознанности, необходимо постоянно контролировать направление хода своих мыслей. Когда это войдет в привычку, то будет делаться автоматически, без усилий. Ведь когда вы проснулись в своем сновидении, вам уже не требуется прилагать усилия, чтобы поддерживать свою осведомленность, что это всего лишь сон. Вот так же и наяву можно научиться контролировать направление мыслей. Но для этого поначалу придется систематически заставлять себя просыпаться, чтобы приобрести привычку. Когда наяву вы вспоминаете, что вам нужно действовать отстраненно, вы осознаете, то есть спускаетесь со сцены в зрительный зал, или же остаетесь на сцене играющим зрителем. Вот это и есть те полступени осознания, которого уже достаточно, чтобы выполнить остальные принципы трансерфинга, главнейшими из которых, как известно из предыдущей книги, являются снижение уровня важности, движение по течению вариантов и координация. Эти принципы дают возможность даже вслепую уверенно двигаться в лабиринте жизненных ситуаций, избегая всевозможных неприятностей. А в ходе дальнейшего изложения вы познакомитесь с очередным мощным инструментом управления реальностью – дуальным зеркалом. Но и в завершение данной темы можно задать еще один вопрос: если где-то в пространстве вариантов имеется точка опоры перед очередной жизнью, относительно которой реальность можно считать сновидением, тогда что является началом для самого этого начала отсчета? Очевидно, сам Господь Бог. Душа каждого живого существа – это часть Бога, а всякая жизнь – его сновидение. Можно и дальше продолжать спрашивать, а существует ли точка опоры у самого Бога? Пусть над этим вопросом мучаются те, кого надежды питают. С таким же успехом можно задаваться вопросом, а есть ли что-нибудь там, за пределами видимой Вселенной? Мы этого не узнаем, так же как бабочки, собирающие нектар в Африке, не узнают, что есть еще Америка и там тоже растут цветы. Разве этот мир и так недостаточно прекрасен? Зачем требовать от него всех объяснений? Можно просто наслаждаться нектаром тех цветов, которые доступны.